Главные новости недели в Беларуси за 10 минут. О том, что нужно знать и что вы могли упустить прямо сейчас. Одной из самых горячих тем недели в Беларуси остается коронавирус. Количество заболевших бьет рекорды. Поликлиники отменяют плановые приемы, а Лукашенко разъезжает по больницам, утверждая, что от этого граждане болеть будут меньше. Белорусы защищаются как могут. Власти тем временем решительно заявляют о работе над созданием белорусской вакцины. Мол, это будет недорого, около 5 миллионов белорусских рублей. Но получится ли из этой затеи что-нибудь, да еще и за такие деньги, эксперты очень сомневаются, как и в эффективности закрытия границ якобы из-за коронавируса. Даешь сливы каждую неделю. Очередными ужасающими роликами поделилась с общественностью инициатива «Байпол». Видео полностью опровергают слова власти о том, что пыток, дескать, и насилия в отношении протестующих не было. Глава МВД до недавнего времени Юрий Караев даже заявлял, что более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире. Но кадры из РУВД и возле Стеллы говорят сами за себя. Напомню, все эти записи собирают платформа «Единая книга регистрации преступлений», где уже накопились терабайты подобных видео. Очередная их порция появится накануне 20 декабря, Дня Народного трибунала, который объявила Светлана Тихановская. Эта неделя прошла под знаком борьбы с пенсионерами. Сперва в начале недели марш мудрости не обошелся без большого количества задержаний, а после участникам дали огромные штрафы и даже сутки. Начали давить и на активистов. Так уже во второй раз осудили 60-летнюю маму Сергея Хлопотное дельце за БЧБ флаг в окне. Это, кстати, одна из самых популярных статей недели. Нелегитимные власти продолжают бороться с протестной символикой, рублем и сутками. Продолжает набирать обороты и дело Максима Хорошина. Похищение и избиение бизнесмена силовиками теперь расследует Генеральная прокуратура Литвы. В результате разбирательства виновных будет преследовать Интерпол. В числе подозреваемых бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, проще ГУБОПИК, Николай Карпенков. Будем следить за развитием событий и верить в то, что справедливость восторжествует. Ведь в Беларуси пока еще, напомню, не было возбуждено ни одного дела за многочисленные пытки и насилие в отношении граждан страны. Тревожная новость недели о том, что МВД Беларуси подписало новый договор о сотрудничестве с Росгвардией. Теперь ведомства вместе будут защищать общественный порядок, бороться с терроризмом и экстремизмом и охранять режимные объекты. Ждать ли притока российских военных в Беларусь и что это все значит, пока не ясно. Но звонок и правда тревожный, особенно учитывая недавнее заявление главы КГБ Ивана Тертеля. Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация и действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Мы готовимся к горячей войне. Политзаключенных на этой неделе в Беларуси стало, увы, больше. В список попали Тихон Клюкач и София Малашевич. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и в хулиганстве. Я напомню, что Софию после видео с марша 6 сентября, где она раскрашивала заграждения военных, даже прозвали в сети «белорусская Пеппи Длинный Чулок». Какой срок грозит ребятам, пока неизвестно, но явно сутками дело не ограничится. Новые обвинения были предъявлены блогеру Игорю Лосику и политику Николаю Статкевичу. По ним политзаключенным грозит несколько лет тюрьмы. В знак протеста Лосик объявил голодовку, к которой присоединилась и его жена. На этой неделе вступил в силу третий пакет санкций против режима Лукашенко. В список попали 29 пособников нелегитимной власти, в том числе судьи, раздававшие сутки по народной статье, а также глава БТ Иван Эйсмонт, бывший министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Качанова, министр информации Игорь Луцкий и другие. Новость вроде бы хорошая, но список мог бы быть и длиннее. Своим разочарованием по этому поводу в соцсетях поделился, например, режиссер Николай Халезин. «Я воспринимаю этот список как предательство и плевок в лицо белорусов. Некоторые кошельки Лукашенко были вычеркнуты в последний момент». Впрочем, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко заверил, что следующий пакет санкций не за горами. Его стоит ждать уже после Нового года.
На этой неделе были приняты поправки в закон о гражданстве Республики Беларусь. Если кратко, уже в следующем году паспорт можно будет получить быстрее, ну и потерять тоже. Особенно если вас обвинят в экстремизме или действиях, причиняющих вред интересам страны. Во времена правового дефолта это значит одно: у власти уже в июне следующего года появится еще один инструмент для наказания несогласных. Свободные белорусские спортсмены продолжают добиваться отмены чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Беларуси. На этой неделе к президенту Международной федерации хоккея обратились известная баскетболистка Елена Левченко и глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя. Официального заявления об отмене пока не прозвучало, хотя слухи об этом ходят уже давно. Перенести чемпионат в Россию, как тоже стало известно на этой неделе, не получится. Страну-соседку на 2 года лишили права проводить подобное спортивное мероприятие. Чиновники собираются нанести очередной удар по кошелькам белорусов. Грядет масштабное подорожание. На этой неделе было озвучено возможное повышение налогов для операторов сотовой связи, увеличение земельного налога и аренды для торговых центров, подорожание акциз на сигареты, рост налога для ИП, и это, увы, далеко не все. Причину Минфин объяснил просто: нужны деньги на борьбу с ковидом. Флешмоб недели в Беларуси в поддержку известной модели Ольги Хижинковой, которую не выпустили из тюрьмы после почти месяца ареста за участие в митингах. Но мало того, что очередная добавка суток возмутила поклонников «Мисс Беларусь», так дров в огонь народного гнева добавила еще и компания, лицом которой была Оля. Конте опубликовали несколько фото с новыми моделями, и белоруски устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Хижинковой со словами: «Если Олю уберут, я эти колготки больше покупать не буду». И напоследок о хорошем и прекрасном. В сети появились свежие ролики от Сергея Михалка и его группы «Дрезден», а также от команды «Айова». В них отражены и белорусские протесты, и надежды на перемены. А надежду белорусы не теряют. Оставляю вас с подборкой лучших кадров локальных протестов за неделю. А сразу после нее не забудьте поддержать нас лайком, комментарием и репостом, чтобы и честных новостей о Беларуси было больше. Насыщенных выходных!